Проблема, о которой сегодня пойдет речь, к сожалению, хорошо знакома многим. К концу дня в ногах возникает ощущение усталости, они распухают и увеличиваются в объеме. Это происходит потому, что в тканях скапливается избыточная межклеточная жидкость. Сегодня мы поговорим об отеках, причине их появления и вариантах решения данной проблемы. Здравствуйте, мои хорошие! Отеки ног, к сожалению, хорошо знакомы многим. В норме объем жидкости в организме постоянен. Сколько поступает ее в организм, столько и должно выводиться. Если жидкость в организме задерживается, а этот лишний объем может измеряться литрами, возникают отеки. Причины появления отеков ног могут быть самыми разнообразными, вплоть до наличия запущенного заболевания в организме. Отекать могут ткани различных органов и частей тела, но чаще страдают именно ноги, прежде всего щиколотки и голени. Это объясняется, во-первых, тем, что на долю ног выпадает максимальная нагрузка. Им приходится нести весь наш вес, если мы стоим или идем. Во-вторых, ноги – это самая нижняя часть нашего тела. Сила тяжести помогает жидкости сюда спуститься и мешает ее оттоку. Легко ли определить, что ноги отекли? Не всегда. Нередко только на приеме у врача пациенты с удивлением узнают об этом. Дело в том, что при равномерном увеличении объемов икр и голеностопа это не бросается в глаза. Понять, что ноги стали больше, затруднительно. Проще, когда симптом возникает на одной конечности, тут разница очевидна. Чаще всего дискомфорт в ногах нарастает пропорционально времени нахождения в вертикальном положении. Особенно это проявляется ближе к вечеру. Бывает и по-другому, все зависит от причины задержки жидкости. Ноги становятся тяжелыми, быстрее устают, начинают болеть. При нажатии на кожу ноги пальцем образуется вмятина, которая исчезает медленно. Обувь надевается и снимается с большим трудом. Появляются следы на коже, оставшиеся от резинки носков или обуви. Пропадает венозный рисунок с поверхности ступней. Если отеки длительные и значительные, может меняться цвет и пластичность кожи вплоть до появления трещин и ранок. Ощущается болезненность при надавливании и даже легком касании отечной конечности. Что же это за жидкость, которая скапливается в межклеточном пространстве и вызывает отеки? Вода? И да, и нет. Это производная плазма крови, тканевая межклеточная жидкость. Вода входит в ее состав, но помимо нее там еще есть соли, белки, сахара, липиды, растворенные газы и другое. Тканевая жидкость питает, защищает, очищает, снабжает кислородом живущие в ней клетки. Недаром ее в нашем организме в несколько раз больше, чем крови. Эта среда обитания постоянно возобновляется. Новые свежие порции поступают из крови в ткани, старые возвращаются в кровяное русло, чтобы пройти через процесс очищения и насытиться жизненно важными клеткам элементами. В здоровом организме процессы перехода жидкости в ткани обратно скоординированы и находятся в состоянии динамического равновесия, то есть чем больше ее входит, тем больше возвращается. Если по каким-то причинам отток жидкости оказывается нарушен, возникают отеки. Особенно часто отеки ног возникают в жаркую погоду, которая сейчас стоит у нас за окном. Высокая температура окружающей среды вынуждает организм принять экстренные меры по самоохлаждению. Одним из его механизмов служит расширение периферических сосудов. Это позволяет бороться с перегревом, так как увеличивает выведение тепла, но в то же время приводит к снижению артериального давления и увеличению числа сердечных сокращений. В итоге из-за усиленной работы сердца облегчается выход жидкости в ткани, а из-за расширившихся сосудов затрудняется ее возврат. Другим эффективным механизмом охлаждения служит усиленное потоотделение. С потом организм теряет жидкость и соли. Потеря жидкости уменьшает объем циркулирующей крови и увеличивает ее вязкость, что опять-таки вынуждает сердце сокращаться сильнее и облегчает выход жидкости в ткани. Потеря солей ведет к уменьшению давления крови, что вызывает задержку жидкости в тканях. В результате создаются благоприятные условия для формирования отеков. Отеки ног могут вызываться физиологическими причинами, то есть быть следствием особых обстоятельств, воздействующих на здоровый организм, а не проявлением заболевания. К числу таких причин можно отнести соленую пищу. Соль связывает воду, и если съесть много соленого, особенно на ночь, утром вы можете обнаружить отеки. Алкоголь.
Алкоголь также задерживает воду, поэтому после злоупотребления алкоголем человек выглядит одутловатым. Проблемы не ограничиваются лишь лицом, могут отекать и ноги. Жаркая погода, о которой мы с вами уже говорили выше. Длительное сидение или стояние. Если ноги долгое время находятся в одном положении, кровь в них застаивается, что приводит к отекам. Хуже всего сидеть со скрещенными ногами. Долго стоять на одном месте тоже не полезно. Отечность ног свойственна людям стоячих профессий – парикмахерам, продавцам, поварам. Неудобная обувь. Если обувь нарушает нормальное циркулирование крови в стопе, высокий каблук, узкий свод, перетягивающие ремешки, ее ношение будет приводить к возникновению отеков. У женщин отеки ног могут вызываться особыми причинами. Предменструальный синдром. Перед менструацией нарушается гормональный баланс, увеличивается относительное содержание эстрогенов, а эстрогены задерживают жидкость в организме. Беременность. При беременности организм женщины вырабатывает большое количество прогестерона, который снижает тонус сосудов. Это способствует застою крови в ногах. Растущий плод может прижимать крупные сосуды, что также вызывает отеки. Данная причина становится значимой на поздних сроках. Отеки могут быть и проявлением гистоза, позднего токсикоза беременных. Отеки, вызванные физиологической причиной, как правило, симметричны, то есть они наблюдаются сразу на обеих ногах. Такие отеки обычно мягкие. Если надавить пальцем, то вместе надавливания остается след, который исчезает прямо на глазах. При восстановлении нормальных условий физиологические отеки быстро проходят. Отсутствие указанных признаков, особенно если отеки не проходят в течение суток, повод обратиться к врачу. В этом случае отечность, скорее всего, вызвана патологической причиной. Заболеваний, которые могут стать причиной отечности ног, довольно много. Назовем лишь основные из них. Сердечная недостаточность. Если деятельность сердца нарушена, оно не может поддерживать циркуляцию крови на достаточном уровне. Возникают застойные явления, причем сначала в наиболее удаленной от сердца области. А это как раз и есть ноги. Отеки, возникшие по этой причине, симметричны. Отечность усиливается к вечеру. Заболевания сосудов. К примеру, при варикозном расширении вен отечность нарастает постепенно по мере развития заболевания. Ноги устают, к вечеру начинают болеть и отекают. К утру отеки проходят. Почечная патология. При почечном происхождении пик отечности приходится на утро. При этом отекают не только ноги, также характерны отеки на лице, мешки под глазами. На ногах отекают преимущественно стопы. Заболевания печени, например, цирроз. Лимфостаз, нарушение оттока лимфы. Заболевания суставов, ревматический артрит, травмы и так далее. В этом случае отекает пораженный сустав. Нарушения в работе щитовидной железы. Аллергические реакции. Как снять отек с ног? К сожалению, нет универсального метода лечения, который можно было бы рекомендовать всем пациентам с отеками ног. Снять отек можно, если вызвавшая его причина носит случайный характер. Физиологические отеки, мелкие травмы, укусы насекомых. В остальных случаях требуется лечение заболевания, симптомом которого стал отек. Самостоятельно увлекаться лекарственными препаратами не стоит. Во-первых, эти медикаменты отнюдь не безобидны. Во-вторых, далеко не всегда эффективны. Даже если сначала они снимают отеки на ногах, со временем их эффективность резко падает. Если вы не страдаете серьезными заболеваниями, которые способны спровоцировать отеки ног, можно воспользоваться средствами самопомощи. Подержать ноги в прохладной воде. В течение дня найти время полежать или посидеть с поднятыми ногами. Стараться избегать длительного неподвижного состояния. Попереминаться с ноги на ногу. Постоять на цыпочках. Из этого положения можно несколько раз опуститься на пятки. Повращать ступнями. Для тех, кому приходится долго сидеть, разработан комплекс упражнений, для выполнения которых даже не требуется отрываться от экрана компьютера. Все они выполняются сидя. Перекаты с пятки на носок. Согните ноги под углом 90 градусов, а стопы плотно прижмите к полу. Перенесите точку опоры на пятки, при этом оторвав пальцы стоп от пола. Далее перенесите точку опоры в область носка, а именно первого пястно-фалангового сустава. Пятки при этом поднимают в воздух. Сделайте 15-20 таких перекатов на обе ноги. Упражнение вперед-назад.
Обопритесь руками о край стола и поднимите обе ступни в воздух. Одну ногу заведите немного назад и поставьте на носок. Вторую отведите вперед и обоприте о пятку. Поменяйте положение. Чередуйте положение ног от 15 до 20 раз. Игра в Золушку. Ноги находятся на ширине плеч, в согнутом положении под углом 90 градусов. Поочередно отрывайте и выпрямляйте каждую ногу, при этом вытягивая носок, словно собираетесь надеть туфлю. Чередуйте ноги, выполнив по 15 повторений на каждую. Нарисуйте круги. Ноги стоят на ширине плеч. Поднимите носки, перенеся вес стоп на пятки. Не отрывая пяток от пола, совершите 10 вращающих движений свободной частью. 10 раз по часовой стрелке, 10 раз против часовой. Сделайте 3 подхода. Соберите камни. Поставьте ноги на ширину плеч и плотно прижмите стопы к полу. Согните пальцы ног под себя, будто захватываете ими мелкие камни. Зафиксируйте положение на несколько секунд, после чего расслабьте стопу. Сделайте 15 повторений на каждую ногу. Самое главное при выполнении упражнений – обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет разогнать застойные явления и вернуть легкость вашим ногам. В жаркую погоду не злоупотребляйте копченостями и соленьями. Пейте воду. Именно чистую воду, а не водосодержащие напитки, многие из которых способствуют выведению воды из организма. Не носите тесную обувь и высокий каблук. Важно заботиться об организме заблаговременно, до появления проблем с отечностью. Профилактика отеков включает несколько основных пунктов. Активный образ жизни. Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или занятия йогой, помогают стимулировать циркуляцию и снижают риск отеков. Правильное питание. Употребление пищи, богатой питательными веществами и низкой соли, способствует поддержанию здорового водного баланса в организме и снижает отеки. Избегание продолжительного сидения или стояния. Регулярные перерывы и движения могут помочь предотвратить скопление жидкости в ногах и стопах. Поддержание нормального веса. Избыточный вес может увеличить нагрузку на ноги и способствовать образованию отеков. Поддерживайте здоровый вес благодаря правильному питанию и умеренным физическим активностям. Соблюдение водного баланса в организме. Необходимо каждый день выпивать достаточное количество воды и не забывать кушать фрукты и овощи. Слушайте свое тело. Обратите внимание на симптомы обезвоживания, такие как сухость во рту, темная моча или ощущение жажды. Если появляются такие симптомы, сразу же выпейте воды, чтобы восстановить уровень гидратации. Поддерживая здоровый водный баланс в организме, вы поможете предотвратить отеки и поддерживать общее благополучие своего организма. Ну и, конечно, избегайте чрезмерного сдавливания конечностей тесной обувью, тугими повязками из эластичных бинтов или самостоятельно подобранным компрессионным трикотажем. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!